Об обследуемом – жалобы на головную боль. Обследование выявило объемная структура в области кармана Радки. Просьба обратить внимание на данное заключение, на область турецкого седла, прозрачной перегородки, миндалин-мозжечка, гипофиза, гиппокампа, на наличие кистозно-объемных и очаговых образований и выявить, есть ли другие аномалии развития головного мозга, в том числе врожденные. В случае обнаружения, просьба указать размер и указать местонахождение на снимке для просмотра в программе «Радиант». Консультативное заключение по представленным МР-томограммам пациента 2005 года рождения. Дата исследования 15 января 2024 года. Область исследования – головной мозг. Срединные структуры головного мозга не смещены. Боковые желудочки симметричны, не расширены, размером до 9 мм. Третий желудочек размером 4 мм, четвертый желудочек мозга интактен. Индекс Эванса 0,25. Цистерны основания мозга прослеживаются, не деформированы. Область турецкого седла не изменена, гипофиз в размерах не увеличен, в области кармана Радки визуализируется участок повышенного на Т1 сигналом размером 6 на 3 на 6 мм, скан 68 серия 14001, скан 156 серия 11001. Киазмальная область без особенностей. Мостомозжечковые углы свободны. Сильвиевы щели и конвекситальные борозды прослеживаются с обеих сторон, не расширены. Ствол мозга без особенностей, мозжечок симметричный, однородной структуры. Цереброспинальный переход миндалины мозжечка пролоббирует в затылочное отверстие до 4 мм справа, 5 мм слева, скан 41 серия 16001. Справа перевентрикулярно единичный очаг глиоза диаметром 3 мм, скан 108 серия 7001. Других участков измененного МР-сигнала в веществе головного мозга не выявлено. Данных за наличие ОНМК и объемных образований головного мозга не получено. Придаточные пазухи носа в зоне сканирования пневматизированы. Заключение: МР-картина более характерна для кровоизлияния в кисту кармана Радки, эктопии миндалин-мозжечка, единичного очага глиоза правого полушария головного мозга. Рекомендована консультация невролога. 20 февраля 2024 года М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Есть признаки кровоизлияния в кисту кармана Радки, это жизни не угрожает, но требует консультации невролога, как и эктопия миндалин-мозжечка. Единичный очаг глиоза особого значения не имеет.